Здравствуйте. Здравствуйте. Можно взять у вас коротенькое интервью? Я спрашиваю у людей, жителей этого города, чем они занимаются здесь и сколько зарабатывают. От 6 тысяч долларов? Ну, около 100 тысяч. Но я думаю, Дочь моя зарабатывает до миллиона, до 1,5 миллиона. Пацаны, сколько зарабатываете? Здравствуйте, девушка. Отлично выглядите. А можно взять у вас коротенькое интервью? пожалуйста. Смотрите, у нас ролик социальный. Вы в Калининграде, да, живете? Да. Я спрашиваю у людей, жителей этого города, чем они занимаются здесь и сколько зарабатывают, чтобы туристам, кто сюда вдруг переехать на ПМЖ хочет, было понимание уровня жизни в Калининграде. Вы поделитесь со мной? Поделюсь, да. Здорово. Я работаю в IT-компании. Номер 1 по разработке в России. Да? Как название? КД. КД. Да. Я в HR. В подборе персонала. Да. Супер. Зарплата там, как я понимаю, выше 100? Выше? Да. Конкретно можем сказать? Не могу. Выше 200? Выше 100. Выше 100. Вам зарплаты хватает? Хватает. Я вижу, вы столько пакетов набрали. Да. Видно, хватает. А как вас зовут? Надежда. Надежда. Приятно познакомиться. Меня зовут Антон. Приятно. Калининградом довольны? Довольны. Могли бы сделать лучше, но пока... Что хочется сделать лучше? Лучше какой-то каждодневные, например, рутины. Там, я не знаю, я мама маленького ребенка и столкнулась, что там с колясками не совсем удобно по городу перемещаться в том же транспорте. Да, я вас понимаю. Есть с чем сравнивать. Я долгое время жила за границей, Где? в Штатах. А чего уехали из Штатов в Калининград? По личным соображениям, так По сказать. личным. Да. Хорошо. Вот. Хотелось бы немножко улучшить, так скажем, сервис в Калининграде. Тот же транспорт, там, общественная доступность, тот же там, ресторанный сервис, обработки документации той же. Как-то все очень долго, нудно. Вот эта бюрократия засасывает наши... Да, я вас понимаю. Последний вопрос. Вам хватает заработка для жизни в Калининграде? Да, вполне. В отпуск ездите куда-то? Ездим. Например? Выбираемся в Дубай. Спасибо вам, Надежда. Хорошего дня. Чем вы занимаетесь? Что у вас за работа? Я занимаюсь поваром, вообще повар, я универсал. Вы повар? Ага. А в каком кафе, ресторане, где работаете? Ну, только что вышла из балкона. В балконе. Да. В торговом центре «История». Ага. Сколько повар получает? Ну, от 6 тысяч. От 6 тысяч в день, да? Нет, в общем, в месяц. Так. От 6 тысяч долларов? Нет, рублей. Я не понимаю такие зарплаты. 6 тысяч рублей за месяц? 60 тысяч. 60. Ага. Господи, простите меня. Извините. Я, наверное, это вас Нет, плохо расслышал. это сам минимальная повара ставка есть, но 3,5 в день. Ну, в общем, есть разница между поваром и кухонной работой. Я повар-универсал, я получаю побольше, чем у других, вот так. А это за сколько дней в месяц? Какой у вас график? Я сейчас выбирала 2-2, просто мне как-то не очень со здоровьем. При графике 2-2 уже не 60 тысяч, меньше получается? Да, меньше получаешь. Да. Как вас зовут с самого начала? Удина. Удина? Да. Меня Антон зовут, приятно познакомиться. Очень приятно. Спасибо вам за интервью, мне очень много кто отказывает. Вы просто свет в моем оконце. Здравствуйте. Зеваете, не выспались? А можно коротенькое интервью? Вы туристы приехали? Ну ладно. Наверное, можно сказать, что я предпринимательница. Вот. Ну все они такие предпринимательницы, да. Хитренькие. Про заработок, около 100 тысяч. Но я думаю, что у меня исключительная ситуация. Например, в чем она исключительна? Потому что я предпринимательница и... Налоги не платите, поэтому не хотите Нет, рассказывать? плачу. Смотрите в камеру. Все плачу. Можете проверить, у меня есть... Это же шутка. легко. Это Даже нормально. вашего имени еще не знаю. Я думаю, надо заканчивать.
Извините, да. А что за деятельность? Ну, такая небезопасная. Небезопасная для меня. А это куда вообще? На YouTube, да. Давайте поговорим с вами. Смотрите, это социальный ролик, вот прямо сейчас снимается. Я опрашиваю жителей города Калининграда, чем они занимаются и сколько зарабатывают. Сколько зарабатывают? По-разному зарабатывают жители Калининграда. Не, я конкретно к вам подошел. Вас как зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна. Меня зовут Антон. Очень приятно, меня сына зовут Антон. Классно. Вот. Согласитесь, редкое имя, да? Да, редкое. Ну, как сказать, я вот сама фармацевт, я работаю в аптеке. Зарабатываю я, больше 35 тысяч на зарплату. Больше 35. Свободное время я занимаюсь, вот у нас с мужем, видите, своя мастерская. Здорово. Он у меня токарный, станок, точит, я украшаю. Вам зарплаты фармацевта хватает для жизни в Нет, Калининграде? конечно. Если бы хватало, не занимались бы, наверное, своим делом каким-то другим. Да, да. Очень тяжело, я думаю, прожить на такие деньги. А у вас образование, Образование, да. образование фармацевта, и вы пошли... Провизорское образование, да. Мгм. Хорошего настроения. Спасибо! Погоды. Ура! Артисты, говорю. Да, певцы. Извините, я вас напугал. А можно взять у вас коротенькое интервью? Да, пожалуйста. Меня зовут Людмила, я Людмила, приятно познакомиться. интеллект-тренер Всемирной ассоциации Супержам. А можно поподробнее? Мне интересно я даже стало. помогаю людям жить в хорошем состоянии, чтобы Так. голова была чистая, мысли были чистые. Прекрасно. А А вот. что вы делаете? А что мы делаем? Проводим занятия. А в чем Это- суть этих занятий? Суть занятий – это 1 час в Zoom, 9 дней. Это идет теория, подтверждающая практика. А потом человек, по желанию, если ему это все нравится, он покупает лицензии, становится интеллект-тренером. То есть разные ступени есть. Ну, понимаете, человек начинает свою жизнь проживать как бы заново, потому что мы знаем, сейчас очень серьезное время, да? Да. Люди мало улыбаются, мало, Согласен. да, как бы находятся в депрессивном состоянии. А это методика, которая помогает людям понять себя, понять, что я хочу сейчас на данный момент, жить в здравии, проживать в состоянии радости, то есть смехозарядка или смехо-йога, вот это вот способствует этому. Еще ряд упражнений. Одно упражнение можно, вот, чтобы люди и поняли, и мне очень интересно. Ну вот смотрите, давайте Я не сейчас. собираюсь перепаковывать ваш курс под что-то свое, у меня есть дело. Ну и сейчас мы посмеемся. Давайте вместе со мной на 3. 1, 2, 3. Вдох. Животик надувается. И делаем выдох. Я уже выдохнул. Да, вот, допустим, вы идете в фитнес-центр, да? Да. Там фитнес-тренер. А эта профессия интеллект-тренер. Это новая профессия, которая уже вот Европа и Россия и все другие страны участвуют в этом, зарабатывают на этом деньги. Сколько вы зарабатываете? Я зарабатываю, я не могу сейчас вам сказать, сколько я зарабатываю, но дочь моя зарабатывает до 1 миллиона, до 1,5 миллиона в месяц. Угу. Вот. Она занимается этим уже 3 года, а я еще не очень долго. Вы поменьше, да? Да, я поменьше. До 500 или выше 500 тысяч? И выше, это все зависит от тебя. Как ты будешь проводить группы, то есть собираешь группы, проводишь обучение. У вас клиенты на всю Россию? И на Россию, на весь мир. И вам комфортно с этим заработком живется в Да, мне Калининграде? комфортно. Я пенсионер, и я себя чувствую очень комфортно. Я позволяю выезжать, отдыхать, путешествовать. Мгм. Куда последний раз ездили путешествовать? Последний раз я вот в том году отдыхала в Абхазии. Мгм. Вот. В этом году тоже туда планирую. А до этого это Турция, это Испания, когда мы были выездные Да, из да. Калининграда. То есть вот так вот.
Мгм. Вы счастливый человек, кажется. Да, я счастливый. А самый сколько счастливый. пенсия, скажете? Пенсия у меня, так как я военнослужащий пенсионер, Оу, прослужившая 20 лет в вооруженных силах, у меня пенсия прекрасная. Хорошая. Ну, по меркам. Может быть, это не очень высокая, но я считаю, что нормально. скажете, сколько? Или поиграем до-после? Нет, мы играть не будем. Ну, это, как говорится, достойная пенсия. Без комментариев. Можно взять у вас коротенькое интервью? Я вас застал в не очень приятном таком положении. Вы слушаете музыку, да? Ну, я просто тороплюсь немножко. Торопитесь. Очень быстро. Вы в Калининграде живете? В Калининграде живу, но не отсюда. Это не важно. Сколько вам лет? Как вас зовут? Мне 20 лет, меня зовут Алина. Алина, приятно познакомиться. Вы работаете, да? Или студентка? Студентка. Хорошо, стипендию получаете? Получаю. А сколько получаете? 3200 у меня повышенная стипендия. Вау, вы пятерочница? Отлично. Отличница. На подработку никуда не ходите? Нет, я работаю в медиасфере в университете. Здорово. Ну ладненько, хорошего вам дня. Спасибо вам. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно взять у вас коротенькое интервью? Как вас зовут? София. Прекрасное у вас имя. Вы работаете? Да, В Калининграде живете? да. Прекрасно. Что за должность, что за компания? Я работаю в отеле, который перед вами сейчас. Да, серьезно? Да. Я являюсь агентом по бронированию. Занимаюсь бронированиями, общаюсь по телефону с гостями. Здорово. У вас сегодня выходной? Нет, у меня перерыв на обед. Вы вышли подышать воздухом. Покушали уже? Да. Сколько платят в отеле «Меркури»? Я не имею права распространять данную информацию. До 50 тысяч рублей. Я не имею права распространять данную информацию. Ладненько. Вам нравится работать там? Да, это прекрасное место, прекрасные люди. Серьезно, да? Да, абсолютно. Вы учились на гостиничный сервис? Верно. Все у вас как надо в жизни, видимо, складывается, да? Получается, что так, да. Нравится вам Калининград? Вы Да. не переехали? Переехала Откуда? из города Иркутска. Смотрите, даже солнце выглядывает. Это прекрасно. Это Это большая прекрасно. редкость в нашем городе. Спасибо большое. И вам спасибо. До свидания. По-русски говорите? Как зовут? Шейх Мухаммад, Блин, лучше бы вы не говорили. Я все равно не запомнил. который город на Узбекистане. Я с тобой говорить на узбекский тоже. Моя семья из Ташкента. В 94-м году сюда переехали. Считай, земляки. Да, земляки. Ты работаешь здесь? Да, Можно здесь. на ты? Да. Чем занимаешься? Пока нормально, сейчас патент обязательно мне нужен. Обязательно большой патент бери. Патент? Да. И квартплата платит, он тоже платит большой. Не, ты работаешь здесь, в Да, Калининграде? здесь. Чем занимаешься? Что делаешь? Крыша закрывает нам. Дом закрывает, нули. Еще раз? Крыша закрывает. Крыши делаете. Ага. Сколько зарабатываете? Примерно 40 тысяч. 40 тысяч, правда. 40 тысяч в месяц. Мгм. Месяц нет, да, каждую неделю. 40 тысяч в неделю? Да. Это получается 160 примерно в месяц? Да. Нравится вообще Калининград? Не холодно по сравнению с Ташкентом? Там-то потеплее. Ну, нормально какая. Здравствуйте. Можно взять у вас коротенькое интервью? Не надо. Как дела, как настроение? А сколько вам лет? Мне 17. Работаете? Нет. А ты работаешь? Да, работаю. Отлично. А как тебя зовут? Анастасия. Настя. Я офис-менеджер. Здорово. Да, Сколько тебе лет? Мне 20. 20. Отлично. Зарабатываю около 30 В месяц, да? в месяц. А что за компания? Я не буду называть. Надо назвать. Но вот не буду. Хорошо. Где она располагается? На какой улице? На выезде из Пробивай. города. На выезде из города. Хорошо. А ты по образованию учишься? Учишься, Я учусь работаешь. вообще на другое. А почему туда пошла работать? Ну, просто дополнение пока, потому что учеба же продолжается. Так Ты- удобно получилось и все. Высшее образование получаешь? Да. На каком курсе? На Я на втором. втором. Окей. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Пацаны, сколько зарабатываете? Можно взять у вас коротенькое интервью?
Я могу еще раз так шугнуть голубей, а вы сделаете фото. Как тебя зовут? Василиса. Василиса. А ты какая? Меня зовут Антон, а вас? София. София. Я вас слушаю. Воспитателем работаю. В детском саду? Да. Здорово. Сколько зарабатываете? Ну, 23 тысячи, 25, вот так где-то максимум. Спасибо вам за ваш честный ответ. Не, ну на самом деле, да, очень маленькие зарплаты. Неблагодарный труд, поэтому так мало сотрудников, которые там долго держатся, и большая текучка. А какой там график? Со Ну, скольки до скольки? Сколько дней в неделю? Пятидневка с 7 до часу и с часу до 7. 12 часов рабочий день? Ну, у нас же двое. Приходит одна сменщица с утра, допустим, и с утра до обеда, и приходит потом, ну, второй человек с обеда и до вечера. 2 воспитателя на группе. Один в первую смену, другой во вторую, и мы меняемся. Но бывает так, что приходится работать одному целый день, потому что из-за того, что нехватка кадров, Да. работаешь целый день один. Тяжело было ребенка устроить в садик? Либо у вас есть какие-то льготы? У нас как есть льготы. сотруднику? Нет, ну не как сотруднику, муж военнослужащий, поэтому ну, как бы проблем с этим не было. Да, мне кажется, сейчас вообще, в принципе, проблем нету с садом. Места дают, ну, всем, поэтому... Вы считаете, что нету таких годовых очередей? Но мне кажется, что нет. Да? Да, потому что каждый год у нас наполняемость групп большая, ну, дети идут и самым маленьким дают там. Ну, мне кажется, сейчас, как раньше, нету таких проблем. Это здорово, это приятно слышать. Могу вам только лишь верить. Вы наверняка разбираетесь в этом вопросе. Ну, я не могу утверждать прям 100%, но Мгм. думаю, что проблем, как раньше, сейчас нету с садиком. Когда ребенку подходит возраст, даже, может быть, раньше, то, ну, зачисляют даже на короткий день. Ну, есть группа короткого пребывания, когда дети с утра и до обеда. Поэтому, А ваша дочь в ваш детский сад ходит? да, у нас еще есть сын, он тоже ходит в садик. Здорово, здорово. У вас многодетная семья. Нет, многодетный — это когда 3 и более. У нас только 2 детей, поэтому нет. Третьего планируете? Нет. Хватит. Спасибо вам за интервью. Всё, Пока-пока. До свидания. Е. Слушаю. Какую музыку слушаете? Неважно. Почему не важно? Очень важно. Вы в Калининграде, да, живете? Да. Как вас зовут? Олеся. Олеся, приятно познакомиться. Спрашиваю, чем люди занимаются в Калининграде, что за работа и сколько зарабатывают? Домохозяйка. А муж чем занимается? Работает. А сколько зарабатывает? Но он не в Калининграде работает. А где? На вахте. В море ходит? Но. Здорово. Как вам в Калининграде? Вы, если бы чуть помедленнее шли, то мой оператор бы тоже чуть помедленнее шел. Нормально. Нравится Калининград? Конечно. Хорошо, ладненько. Давайте. Хорошего дня. Как вас зовут? Меня зовут Настя. Настя, приятно познакомиться. Ребенка? Как тебя зовут? Его зовут Михаил. Михаил, стесняется. Все в порядке. Антон, я работаю в университете. Моя заработная плата для ставки 40 тысяч рублей. Я Неплохо. доцент кафедры. Плохо. У вас такая важная профессия. А почему 40 тысяч рублей? Хочется больше. Ну, всегда хочется больше, да. Но мне кажется, это всегда стимул для того, чтобы искать какие-то новые возможности. У ученых есть много возможностей для того, чтобы подать заявление на грант, например. Сейчас очень есть хорошие фонды, которые помогают повысить свое образование, улучшить образование, повысить квалификацию или вообще открыть какой-то свой проект. А какой университет? ВФУ имени Канта. Здорово. А какая кафедра? Высшая школа права, юридический факультет бывший. Нравится вам работа? Ой, Хотите да, поменять? Я уже Нравится? 14 лет работаю, это прекрасная работа, это прекрасные отзывчивые студенты, и это всегда та энергетика, с которой приятно работать, и в которой хочется Серьезно? оставаться. Да. Ну, вы позитивный человек, и я вижу, что вы говорите об этом искренне. Да, я люблю свою работу. Такой вопрос тогда хочется вам задать. Ребятам молодым что посоветуете? Куда идти? Чем заняться? Ребятам молодым я посоветую, если есть такая возможность, взять gap year, так называемый, это год после школы, ну, если есть такая возможность, для того, чтобы определиться с тем, чего они хотят. Потому что в наше время, в принципе, главное – это любить свое дело. Потому что чем бы
человек не занимался, если он занимается этим долго и профессионально, он всегда будет хорошо зарабатывать, ну или столько, сколько ему нужно, и всегда будет находить возможности для самореализации. Мы живем в мире, в эпоху самореализации, когда важнее, чтобы ты любил свое дело и хотел в нем совершенствоваться. Вот этого я и пожелаю. Это прекрасный ответ. Я вас не задерживаю. Вы гуляете, да, у вас выходной? Да, у нас сегодня выходной, и нам повезло с погодой, дождь временно прекратился. Да, прекрасно. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо за просмотр этого ролика. Вторая часть про заработок в Калининграде подошла к концу. Ставьте лайки, если понравилось, ставьте дизлайки, я вас заблокирую. Значит, пожалуйста, огромная просьба. Из какого вы города и сколько зарабатываете? Напишите в комментариях, и мы увидимся в новом видео. Пока-пока.